Мы находимся в городе Digne-les-Bains, столице департамента, Alpes de Haute-Provence, то есть Альпы Верхнего Прованса. А верхняя административная единица называется Provence-Alpes-Côte d'Azur. то есть Прованс, Альпы, Лазурный берег. Это вам не еврейская автономная область. Динь – это одна из старейших водолечебниц Франции, одна из самых малонаселенных префектур, а также место действия начала романа Виктора Гюго «Отверженная». Сейчас река Блеон, с гельского Волчья река выглядит несерьезно, но при наводнении она способна разрушить даже этот прекрасный каменный Grand Pont de Digne, прямо как американские войска в 44-м при освобождении города, прицельно бомбившие этот мост. Правда, у них всего лишь одна бомба попала в цель, зато погибли 24 гражданских и всего 2 гитлеровских солдата. Ну а мы движемся в сторону вокзала города Динь. Когда-то это был важный транспортный узел, где по кратчайшему маршруту из Ниццы в Женеву осуществлялась кроссплатформенная пересадка с узкой на широкую, а также перевалка грузов. С развитием авиации во второй половине 20 века этот маршрут превратился в летний туристический поезд. Alpes-Azur, А в 1989 году Динь окончательно потерял свою транспортную роль, и его вокзал превратился в то унылое зрелище, что мы имеем сейчас. По ветке, соединяющей Динь с Марселем, вот уже 30 лет нет никакого движения. Однако местным властям удалось предотвратить разборку линий, и может быть когда-нибудь сюда вернутся поезда. Ну а пока мне, сознательно выбравшему приехать в тупик, предстоит проделать путь до станции La Brianne, на автобусе. Продолжающаяся стремительная урбанизация – процесс общемировой. Деревни и малые города вымирают не только в России, и всегда интересно посмотреть, как эти процессы происходят в развитых странах. Согласно французской Википедии, население коммуны La Brianne, за прошедшие 20 лет даже увеличилось с 900 до 1100 человек. Площадь сельхозугодий продолжает падать, но те, что остаются, инстаграмного качества. Также из интересных производств в городе есть типография. Imprimerie de Haute-Provence, Кроме того, рядом расположена ГЭС. В сфере услуг занято около трети работающего населения, что в 2 раза меньше, чем в среднем по стране. А туристическая роль для муниципалитета и вовсе не важна. l'Observatoire départemental du tourisme, Сообщает, что на одного жителя приходится менее одного туриста. Видимо, для такой красивой страны, как Франция, все, что ниже, считается незначительным. Еще что странное я заметил, буквально в первом абзаце статьи Википедия отмечает, что кому не угрожает затопление при прорыве плотины. Serre-Ponçon, Я всю жизнь прожил в Новосибирске, где такое тоже теоретически может произойти, но у нас это достойные темы для разговора считали только сумасшедшие. А еще говорят, русские пессимисты, учитесь жить у европейцев. Возмущены местные жители и частой перевозкой опасных грузов по прилегающим магистралям. Так, например, в 2001 году из цистерны, стоявшей на железнодорожной станции, произошла утечка хлороформа. А в 2002 в результате аварии автоцистерны на шоссе было разлито более 9000 литров соляной кислоты. Утомительная двухчасовая прогулка по деревне населением 1000 человек все еще не закончена. На вокзале я обнаружил, что мой поиск, все еще присутствовавший в Google Maps, на самом деле отменен.
Можно ехать на автобусе, но я решил попробовать занять себя чем-то еще для часа. Пошел было гулять на другой берег по шоссе, но долго так выдержать не смог. Зато вот посмотрите, какую лестницу нашел. Interruption des circulations entre Gardanne et Mérargues du lundi 1er juillet au dimanche 3 novembre 2019. Renseignez-vous auprès de nos différents canaux d'information avant votre déplacement. Le TER numéro 17404 à destination de Briançon, départ 14h22, desservira Château-Arnoux-Saint-Auban, Sisteron, Laragne, Serres, Ville-des-Voluys, Gap, Gorges, Embrun, Mont-Dauphin-Guillestre, L'Argentière-les-Écrins, Briançon. Поезд едет 120 по этим ржавым рельсам на деревянных шпалах и при этом довольно плавно. Выглядит тоже интересно. Мне пришлось скачать и просмотреть все свои детские энциклопедии техники, чтобы убедиться, что я все-таки ни в одной из них его не видел. Но есть одно но. Я, конечно, извиняюсь, но это состав примерно 2001 года постройки. Очень странно здесь такое видеть. Мы привыкли гордиться, что такое есть только в России. Линия однопутная, не электрифицированная и с довольно туманным будущим. Последним международным поездом был уже известный нам Альп-Азур. из Женевы в День. Между Марселем и Лионом уже давно существует высокоскоростная линия и две обычных, а здесь остаются лишь несколько пар региональных поездов в день.
Короткая пересадка с разворотом в городе. Gap, Эта линия заканчивается в городе Briançon, самом высокогорном городе Франции, расположенном на высоте 1300 метров, а за ним 30-километровый разрыв железнодорожной сети Италии. Проект строительства соединения через Альпы существовал с самого открытия этой линии в конце 19 века, но так никогда и не был осуществлен. Получается, я сейчас нахожусь на расстоянии всего 200 километров от Турина по автодороге, хотя покинул его почти двое суток назад, сделав круг в 500 километров. Но эти линии стоили того. На огромной пустой узловой станции Livron. вернулась электрификация, и сев в двухэтажный поезд, я вновь почувствовал себя комьютером в дальнем пригороде крупного мегаполиса. За окном проплывает Canal de Donzère-Mondragon. самый длинный водоотводный канал на Роне, питающий ГЭС на самой высокой плотине Франции и охлаждающий также проплывающую за другим окном атомную электростанцию и центр переработки отработанного ядерного топлива. Tricastin. Здесь так же хорошо, как в последней вечерней электричке из Каширы.
Барыбино уже проехали Домодедово, мост через Аку, вот мы и в Бирюлево. Сойду на котлах, пожалуй, и на МЦК домой, не хочу в центр. Хотя в такой центр сложно не хотеть. В темноте, конечно, не видно, но перед этими огромными зубастыми собаками, охраняющими город, лежат трамвайные рельсы, и примерно через месяц после моего посещения будет запущен трамвай. Тут такая уютная атмосфера, какая, наверное, была в Париже, пока там не поселились парижане. Но я поселился в отель «Париж», и это моя последняя ночь вне дома.